Доброго времени суток. Перед нами встает вопрос после установки операционной системы Windows. Какое программное обеспечение и что устанавливать вообще на чистую систему? Этот вопрос актуален для каждого по-разному, так как можно устанавливать программы с различными целями, например, офисными, либо же игровыми. Но мы поговорим именно о том комплекте программ и приложений, который необходим каждому. Да, действительно, вопрос банальный, но все же, может быть, кому-нибудь и пригодится. Прежде всего нам понадобится браузер, потому что без него мы не установим актуальных версий программ. Конечно же, можно установить программы из диска и драйвера с того же самого диска, но это будет не актуальная версия. Первым делом нам понадобится браузер. Кто-то, конечно же, может использовать и Internet Explorer, но нам он ни в коем случае не нужен. Поэтому первым делом мы установили программу для подключения к интернету. Кому-то этого делать и не нужно. Вторым действием будет вопрос о браузере. Итак, используем Internet Explorer лишь единожды. Мы будем загружать самый быстрый и хороший браузер, это Google Chrome. Скачиваем и устанавливаем Chrome. Это первая программа в нашем списке. Первым делом после установки браузера нам обязательно нужно установить системные программы для работы верной всех систем. Это так называемые драйвера. У меня есть отдельное видео по этому вопросу. Поэтому устанавливаем все драйвера для вашего устройства и затем продолжаем. Ссылочку на видео с установкой драйверов оставлю в описании. Перед установкой драйверов или после, не так уж и важно, но лучше до, нужно установить какой-либо из архиваторов, потому что вам понадобится открывать архивы. Мы установим WinRAR. Все ссылочки на программы я оставлю в описании, поэтому многие из них вам не придется искать. Как активировать программы, это уже вторая проблема. С ней вы разберетесь в интернете. Установив WinRAR, можно устанавливать следующие программы. Такие как Office. Вам обязательно понадобится программа для того, чтобы вы могли печатать текст, создавать презентации и так далее. Это неотъемлемая часть любого ПК. В моем случае я установлю Microsoft Office 2016. Вам могу предложить как 7-ю версию 2007 года, так и 2010. Все это есть в интернете. Пока что все. Итак, подведем промежуточный итог. Браузер установлен. Архиватор для открытия архивов установлен. Установлены все драйвера, необходимые для работы системы вашего компьютера. Установлена программа для просмотра текстовых документов, презентаций и так далее. Также еще установлен Google Chrome в качестве просмотра PDF-файлов. Раньше нужно было устанавливать отдельную программу, а сейчас Google Chrome достаточно. Ну а теперь мы будем сейчас устанавливать Доктор Web для защиты вашей системы и NetFramework, приложение для стабильной работы операционной системы Windows. Ну что ж, сейчас приступим к установке Доктора Web. Также мы установим и ключ. Ключ вы сможете найти под видео по ссылочке в описании.
Открываем Доктор Веб. Еще раз повторяюсь, ключик найти можно в другом видео, которое будет в описании под этим видео. Выбираем этот ключик и приступаем к непосредственной установке. Что касается NetFramework, это приложение в 10 версии операционной системы Windows уже установлено. В 7 и 8 его необходимо установить. Это нужно для некоторых программ, которые будут работать в этой среде. Это лишь самые важные программы, которые мы установили. Конечно же, здесь можно устанавливать и другие программы. Вот этот список вы сейчас наблюдаете на рабочем столе. Но остальное зависит от ваших желаний и нужды. Надеюсь, что это видео было вам полезным. И что мы с вами потратили время не зря. Спасибо за внимание.